Всем привет! Сегодня заменим дисплейный модуль на Huawei P9 Lite. Для этого разберем его, поменяем модуль и соберем назад. Приятного вам просмотра и ремонта. Поехали! Телефон выглядит сейчас вот так. Модуль разбит полностью. Модель телефона Huawei P9 EVO L19. Что ж, приступим к разборке. Первым делом вынимаем лоток сим-карт. Далее открутим два винта снизу корпуса вот такой отверткой. Звездочка размером 0,8. Снимем заднюю крышку. Для этого медиатором в углу телефона поддеваем средний корпус и аккуратно снимаем заднюю крышку. Сильно не спешите тянуть, тут стоит отпечаток пальца и есть шанс порвать его шлейф. Кладем телефон, приподнимаем крышку и отключаем шлейф. Далее откручиваем три винта крышек коннекторов на материнской плате. Перед тем как снять крышки, отсоединяем коаксиальный кабель, чтобы его не оторвать. И после снимаем крышку. В первую очередь отключаем батарею. После этого спокойно отсоединяем все остальные элементы и шлейфы. Перед снятием крышки шлейфа дисплея отсоединяем шлейф боковых кнопок, а иначе порвете его. После этого снимаем крышку и вот нужный нам шлейф дисплея. Отключим его и перед дальнейшей разборкой проверим новый модуль. Куплен он был на AliExpress, ссылку на него найдете в описании под видео, как и на все инструменты с ролика. Подключим его, кнопки включения и батарею. Включаем телефон и проверяем работоспособность нового модуля. Как видно, дисплей работает, осталось проверить тачскрин. Для этого заходим в меню разработчиков и включаем режим показа местоположения указателя. И проверяем все зоны тачскрина. Отлично, все работает, можно выключать и приступать к снятию старого модуля. Для снятия дисплея вы можете прогреть его феном. Я же прогреваю модуль на таком вот сепараторе при температуре около 95 градусов. После прогрева снимаем старый модуль. Так как модуль полностью разбит, просто берем и выдавливаем его вместе шлейфа тачскрина. И дальше вынимаем все осколки. После этого рамку нужно очистить от старого клея и обезжирить перед установкой нового дисплея. Обезжириваю я изопропиловым спиртом. Также перед установкой нового модуля не забываем поставить сеточку динамика. В комплекте шел двухсторонний скотч, который поднимет высоту экрана. Обычно я такими делами не занимаюсь, но он здесь черного цвета. Не такой, как обычно, прозрачный. Пробуем, может не отклеится. И сразу же говорю, он был ненадежный. Дисплей отклеился по краям в течение месяца. Несмотря на скотч, все же нанесем клей B7000. Если отклеится модуль, то не полностью. После этого снимаем пленку со скотча. Берем новый модуль. Продеваем аккуратно шлейф тачскрина, центруем и прижимаем по всем краям. Далее прижимаем вот такими прищепками, как у меня, или резинками, чтобы клей схватился, примерно на полчаса. После того, как модуль приклеился, нужно проверить его и другие компоненты перед окончательной сборкой. Подключаем все назад, включаем телефон и проверяем дисплейный модуль и все остальные элементы телефона. Камеры, динамики, микрофоны и так далее. Отлично, все работает. Выключим телефон и соберем его до конца. Нужно приклеить новую батарею. Для этого наклеим новый двухсторонний скотч. Делаю я это примерно так, чтобы при следующей разборке было проще снять батарею. Приклеиваем батарею. Подсоединяем ее шлейф. Ставим две крышки на материнской плате назад и закручиваем все винты.
Осталось одеть заднюю крышку. Подсоединяем шлейф отпечатка пальца, убеждаемся, что ничего не забыли, и закрываем крышку. Прижимаем ее по всем краям, чтобы все защелки встали на свое место. Далее закручиваем два оставшихся винта снизу корпуса. Также в комплекте было защитное стекло. Сейчас мы его быстро наклеим. Рассказывать, как это делать, не буду. Кому интересно, у меня есть видео на канале. Ссылку на него вам оставлю под видео. На этом все. Замена дисплейного модуля на Huawei P9 закончена. Понравилось видео? Ставь лайк. А также не забывай смотреть другие мои видео и кликай на кружок в центре экрана и подписывайся на канал Art Bell Channel.